Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о соколах. Что мы знаем о них? Многие сразу скажут: сокол — это самая быстрая птица на нашей планете. И возможно окажутся правы. Если в пикировании, то да, сокол — это скорость. Это птицы, которые не просто летают, они пронзают небо. Стремительный силуэт, острые серповидные крылья, пронзительный взгляд и полет, сравнимый с пулей. Одним словом, небесный снайпер. Хотя соколом иногда называют любую быструю хищную птицу. Кто по незнанию, а кто-то, возможно, потому что не видел его вблизи. И удивляться нечему. У него скорость немыслимая для других пернатых. Как тут разглядеть? Он не просто парит как орел. Он буквально рассекает небо как ястреб, только еще быстрее. Так как же отличить этого небесного аса от орла или ястреба? А возможно, это вовсе не сокол, а кречет, или чеглок, или дербник, а может, это балабан, или копчик, а кто-то подытожит: сапсан — это и есть настоящий сокол. Не догадываясь, кто такой балабан, а тем более какой-то копчик. В общем, нам просто необходимо разобраться, поэтому здесь и сейчас мы поговорим об этих удивительных птицах. О соколах, настоящих богов скорости и точности. Поехали! Предки соколов появились после вымирания динозавров в палеоцене и оцене около 50-60 миллионов лет назад. Это были относительно небольшие хищные птицы, охотившиеся на насекомых, мелких позвоночных и ящериц. Уже на ранних этапах эволюции отбор начал благоприятствовать тем формам, которые лучше видели, быстрее реагировали и активнее охотились в воздухе. Так постепенно закладывались ключевые черты будущих соколов. В отличие от орлов и многих ястребов, эволюция соколов пошла по пути активной воздушной охоты. Вместо длительного парения и ожидания добычи, они стали развивать разгон, маневр и атаку с высоты. Это потребовало глубокой перестройки организма. Усилилась грудная мускулатура, тело стало компактным и плотным, крылья узкими и серповидными. Полет перестал быть способом перемещения и превратился в главное оружие. Одним из важнейших этапов стало развитие зрения. У соколов увеличился относительный размер глаз, усложнилась структура сетчатки, появились зоны максимальной остроты. Птицы, способные раньше заметить добычу и точнее рассчитать траекторию, имели явное преимущество. В условиях высоких скоростей даже доля секунды решала исход охоты. Со временем внутри семейства соколиных возникли разные эволюционные линии. Одни виды специализировались на открытых пространствах и предельной скорости, другие на маневренной охоте в лесах, третьи на более универсальном и даже падальническом образе жизни. При этом общая соколиная архитектура тела сохранялась. Тело сокола компактное, плотное, с хорошо развитой грудной клеткой. Широкая грудь вмещает мощную мускулатуру, обеспечивающую быстрый взлет, резкий разгон и способность выдерживать высокие перегрузки при пикировании. В полете сокол не плывет в воздухе, а активно его рассекает. И именно строение корпуса позволяет сохранять устойчивость на больших скоростях. Крылья длинные и узкие, с характерной серповидной формой. Такое строение снижает сопротивление воздуха и делает полет скоростным и управляемым. Сокол способен резко менять направление, складывать крылья при пикировании и точно контролировать траекторию даже на предельной скорости. Основу полета сокола составляет активный маховый полет. В отличие от орлов и коршунов, которые часто используют парение и восходящие потоки, соколы создают скорость самостоятельно. Их крылья совершают быстрые мощные взмахи, позволяют резко набирать высоту и мгновенно переходить к атаке. Такой стиль требует больших энергетических затрат, но обеспечивает главное преимущество – контроль над ситуацией. Особое место занимает пикирующий полет или стремительное снижение с высоты. В этой фазе сокол складывает крылья, вытягивает тело и буквально превращается в снаряд. Скорость при пикировании возрастает до экстремальных значений, а аэродинамическая форма снижает сопротивление воздуха. При этом полет остается управляемым. Сокол корректирует траекторию едва заметными движениями крыльев и хвоста, точно подстраиваясь под положение добычи. Маневренность
эффективность – еще одна ключевая черта соколиного полета. Несмотря на высокую скорость, сокол способен выполнять резкие повороты, мгновенно менять угол атаки и выходить из пике без потери контроля. Хвост играет роль стабилизатора и руля, позволяя тормозить или наоборот усиливать разгон в нужный момент. Полет сокола тесно связан с его зрением и реакцией. В воздухе он непрерывно анализирует пространство, отслеживая движение добычи и препятствий. Решения принимаются за доли секунды, и тело немедленно подчиняется этим сигналам. Их стихия — воздух. И добычу они, как говорят специалисты, бьют, то есть бросаются на птицу сверху, пикируют и хватают лапами. Иногда, летая низко, они вспугивают сидящую на земле птицу, заставляют ее взлететь, потом быстро поднимаются выше своей жертвы и бросаются на нее сверху. Очень редко кому-нибудь удается уйти от сокола. Не спасаются даже такие летуны, как ласточки и стрижи. И неудивительно, сокол Сапсан, например, идя на добычу под углом в 25 градусов, развивает скорость до 75 км в час. Преследовать добычу соколы начинают за 1000 и даже за 1500 метров, в то время как ястребы лишь за 150. Правда, надо учесть то, что сокол охотится на открытых пространствах, а ястреб, как правило, в лесах. Голова у сокола сравнительно крупная, с короткой и крепкой шеей. Это обеспечивает стабильность при резких маневрах и ударах по добыче. Глаза большие, направленные вперед и в стороны, что расширяет поле зрения и позволяет точно оценивать расстояние и скорость цели. Зрение сокола – одно из самых острых среди птиц. Строение глаз и ноздрей сокола – один из ключевых элементов его охотничьей эффективности. Именно здесь скорость полета встречается с точностью восприятия, и ошибка становится невозможной. Глаза у сокола непропорционально крупные по отношению к размеру головы. Они занимают значительную часть черепа и имеют сложное внутреннее строение. Сетчатка содержит чрезвычайно высокую плотность фоторецепторов, особенно колбочек, отвечающих за четкое дневное зрение. Благодаря этому сокол способен различать мельчайшие детали на больших расстояниях и точно фиксировать движение быстро летящей добычи. Особенностью глаз сокола является наличие двух зон максимальной остроты зрения – центральной и боковой. Это позволяет одновременно контролировать пространство прямо перед собой и по направлению полета добычи. Во время атаки сокол может вести цель, не теряя ее даже при резких маневрах. Дополнительную защиту глаза обеспечивает мигательная перепонка, прозрачное третье веко, которая закрывается на доли секунды, не нарушая обзора и предохраняя глаз от потока воздуха и частиц пыли на высокой скорости. Ноздри сокола также имеют особое строение, связанное с полетом на больших скоростях. Они расположены на восковице у основания клюва и снабжены характерными костными выступами, своеобразными дефлекторами. Эти структуры разбивают поток воздуха, предотвращая избыточное давление в дыхательных путях при пикировании. Клюв короткий, мощный, согнутый вниз. Его основание покрыто восковицей, где расположены ноздри. У многих видов на клюве имеется характерный зубец, предназначенный для быстрого умерщвления добычи. Лапы короткие, но чрезвычайно сильные. Такая пропорция позволяет удерживать корпус компактным и не нарушать аэродинамику полета. Мускулатура пальцев и сухожилия развиты так, что захват происходит рефлекторно и с огромной силой. В момент удара сокол сжимает лапы практически автоматически, без задержки между контактом и фиксацией. Пальцы длинные и подвижные, что обеспечивает надежное сцепление даже с активно сопротивляющейся добычей. Когти острые, сильно изогнутые и сжимаются под углом, позволяющим пробивать перья и кожу. Особенно развит задний коготь. Он играет ключевую роль в удержании и стабилизации жертвы после удара. Важно отметить, что когти сокола редко используются для удушения или разрывания. Их основная функция – остановить добычу, лишить ее возможности маневра и создать условия для быстрого завершения охоты. Именно поэтому захват длится недолго. Либо добыча погибает от удара, либо немедленно обездвиживается. Когти также играют роль в посадке и передвижении. Сокол способен уверенно удерживаться на узких выступах, скалах и вертикальных поверхностях. Это важно для гнездования и отдыха в местах, недоступных большинству других птиц. Соколы – это хищные птицы, образующие самостоятельную и хорошо обособленную группу в систематике птиц. С систематической точки зрения соколы относятся к отряду соколообразные и образуют в нем семейство соколиные. Это семейство включает несколько родов
и десятки видов, распространенных почти по всему земному шару. И на некоторых мы обязательно посмотрим. Вот мимо нас пролетает сапсан. Сильный, плотный, широкогрудый сокол. Его тело собрано и мускулисто. Выпуклые грудные мышцы хорошо заметны даже в полете. Крылья длинные и заостренные, а когти мощные, круто загнутые. Даже оперение у этой птицы особое. Жесткое, плотно прилегающее к телу, чтобы не создавать лишнего сопротивления воздуху и не мешать стремительному движению. У взрослых сапсанов верхняя часть туловища, включая узкие заостренные крылья, а также надхвостье, окрашены в аспидно-серый цвет с нечеткими темными поперечными полосками. Кончики крыльев, как правило, черные. Брюшная часть птицы обычно светлая, но ее оттенок варьируется в зависимости от региона обитания. Она может быть серовато-белой, розоватой, рыжеватой или охристой. На брюхе, боках и подхвостье видны тонкие поперечные пестрины, а на груди каплевидные пятна. Сапсаны относятся к крупным соколам. Размах их крыльев может достигать 120 сантиметров, а масса до 1300 граммов. Эти птицы распространены почти по всему миру, за исключением Антарктиды. Однако встретить сапсана можно не везде. Как бьющая в воздухе птица, он нуждается в открытых пространствах и избегает сплошных лесов. Его охотничья стратегия требует обзора и свободы маневра. При этом гнездятся сапсаны чаще всего на деревьях, хотя могут устраивать гнезда и на скалах, на земле, а также на высоких зданиях. Слово «устраивают» здесь условно. В большинстве случаев сапсаны занимают уже готовые гнезда других птиц. Если же гнездо создается самостоятельно, оно выглядит крайне просто. Небольшое углубление, высланное травой или сухими листочками. К своим гнездовым участкам сапсаны очень привязаны и возвращаются к ним из года в год. Известны случаи, когда одна и та же пара гнездилась на одном месте несколько десятилетий подряд. Вкладки обычно бывают от 2 до 4 яиц. Основную часть времени насиживания проводит самка, тогда как самец занимается добычей пищи. После появления птенцов именно он обеспечивает семью кормом и в этот период охотится особенно активно, не выбирая добычу по размеру. Сапсаны – перелетные птицы. На зиму из северных областей своего ареала сапсаны улетают далеко на юг, за 10 тысяч километров, на Цейлон, в Новую Гвинею, в Южную Африку, а североамериканские – в Бразилию и Аргентину. На зимовку они нередко следуют за стаями уток и других птиц, которыми питаются в пути. Сапсан считается не только самой быстрой птицей, но и самым быстрым животным на планете. По оценкам орнитологов, в стремительном пикирующем полете он способен развивать скорость свыше 320 км в час, то есть около 90 метров в секунду. Это значение недостижимо для любых других живых существ. Впрочем, в горизонтальном полете сапсан уступает первенство стрижам, чья скорость при ровном полете выше. Кречет – самый крупный из соколов и превосходит сапсана по размерам. Размах его крыльев достигает 135 сантиметров, а масса крупных самочек может доходить до 2 килограммов. По облику кречет напоминает сапсана, но выглядит массивнее и имеет относительно более длинный хвост. Его оперение варьирует от буровато-серого до почти белого, особенно у северных форм. Полет кречета быстрый и мощный. После нескольких взмахов он стремительно несется вперед, почти не используя парение. Сидящая птица держится прямо, подчеркивая свою крупную уверенную осанку. Это сокол севера. Основные места обитания кречета связаны с арктическими и субарктическими районами Европы, Азии и Северной Америки. Он тяготеет к открытым, суровым ландшафтам, тундре, горным плато, прибрежным скалам. Некоторые особи оседлы, другие в течение зимы откачевывают к югу, сосредотачиваясь главным образом в лесотундре, а части в лесной полосе. Как и другие соколы, кречет не строит собственных гнезд, предпочитая занимать уже готовые, чаще всего расположенные на скалах. Кладки обычно бывает 3-4 птенца. В период выкармливания кречет совершает дальние охотничьи вылеты, иногда посещает так называемые птичьи базары. Однако полностью зависеть от них он не может. При этом вблизи своего гнезда кречеты, как и большинство хищных птиц, не охотятся. Более того, они активно прогоняют любых пернатых хищников со своего участка. Фактически
фактически создавая вокруг гнезда своеобразную зону безопасности. Значительную роль в питании кречета играют лемминги, один из ключевых видов тундры. Численность этих грызунов сильно колеблется по годам, и от этого напрямую зависит успех размножения кречетов. В благоприятные годы птенцов бывает больше, в неблагоприятных меньше. Тем не менее, основу рациона все же составляют птицы, прежде всего тундровые куропатки. А вот в рационе балабанов основное место занимают мелкие млекопитающие – суслики, полевки и пищухи. И по сравнению с кречетом, балабан в меньшей степени зависит от колебаний численности грызунов и потому более универсален в выборе корма. Балабан – это крупный хищный сокол из семейства соколиных, обитатель открытых пространств Евразии. По длине тела он достигает 60 см и уступает по размерам лишь кречету. Балабан-сокол в общем степных и пустынных равнин. Он и в горах живет, но не в лесах. Ареал балабана простирается от юга Сибири и Предбайкалья, через Забайкалье и всю территорию Казахстана до Средней и Центральной Азии. Небольшие разрозненные популяции сохранились также в Центральной и Восточной Европе. Численность балабана повсеместно низкая, что делает его одним из уязвимых представителей соколиных. Балабан – птица кочующая. Осенью в начале октября он начинает перемещение, иногда образуя заметные скопления, например, в Селенгийской степи у границы с Монголией. В Казахстане на пролете балабана можно встретить почти повсеместно. Гнездится он на открытых участках, а зиму чаще всего проводят в предгорьях Алтая и Тянь-Шаня. Некоторые особи в отдельные годы ведут частично оседлый образ жизни. В питании балабана доминируют мелкие млекопитающие – суслики, полевки, пищухи, а в южных районах также крупные ящерицы. Птиц он ловит как в воздухе, так и на земле. В его добыче встречаются куропатки, голуби, рябчики и крупные воробьиные. Весной у балабанов начинается ток. Время напряженного, красивого и во многом драматичного ухаживания. Зима отступает, воздух становится прозрачнее, и над степями, предгорьями и скальными выходами разыгрывается древний ритуал, почти не изменившийся за тысячи лет. Самец балабана первым подает знак. Его полет становится демонстративным, резким и в то же время выверенным. Он поднимается высоко, затем стремительно падает вниз, закладывая крутые виражи, переворачиваясь в воздухе и издавая громкие крики. Самочка наблюдает. Она оценивает не только красоту полета, но и точность движений, уверенность, умение контролировать высоту и скорость. Иногда самец приносит добычу. Своеобразный подарок, подтверждение того, что он способен прокормить будущую семью. Лагар относится к группе крупных соколов, наряду с кречетом и балабаном. Это птица открытых ландшафтов, предпочитающая равнины, полупустыни и каменистые пространства. Гнездится на скальных карнизах, на земле или в брошенных гнездах других птиц. Ареал лагара ограничен Южной Азией. Индия, Пакистан, Непал, Бутан, Афганистан, северо-запад Мьянмы и юго-восток Ирана. Это в основном оседлый вид, лишь изредка совершающий дальние залеты. Такие птицы отмечались в Казахстане, Туркменистане. Основу рациона лагара составляют птицы, но он способен ловить и более крупную добычу – зайцев, сусликов, других грызунов и ящериц. С древности лагар широко использовался в соколиной охоте, особенно на индийском субконтиненте. Вообще, соколиная охота – одно из самых древних искусств взаимодействия человека и хищной птицы. Ее история насчитывает более 4000 лет. Считается, что первые свидетельства использования ловчих птиц относятся к Месопотамии, территория современного Ирака. Однако подлинного рассвета эта традиция достигла на Востоке. В Китае уже при императорах династии Чжоу существовали целые штаты сокольничьих, обслуживавших императорский двор. Охота с ловчими птицами была частью придворной культуры и символом власти. Именно с востока по Великому Шелковому пути соколиная охота начала распространяться на запад, постепенно завоевывая все новые земли. В арабском мире соколиная охота стала частью образа жизни и философии. Здесь особенно ценили сапсанов и кречетов за их скорость, выносливость и благородный характер. Для бедуинов охота с соколом была не только престижным занятием, но и способом добычи пищи в суровых условиях пустыни. Именно в арабском мире появились первые подробные трактаты, посвященные обучению соколов, их содержанию и лечению.
В средневековой Европе соколиная охота приобрела форму строгой социальной иерархии. Разные виды птиц соответствовали определенным сословиям. В Англии за кражу сокола могли казнить, а в Германии известны случаи, когда птиц приводили в суд, как ценнейшее имущество. На Руси соколиная охота была известна с древности, но особого размаха достигла в 17 веке при царе Алексее Михайловиче Романове. При нем существовал соколиный двор в селе Семеновском под Москвой, где содержали сотни ловчих птиц и служили десятки сокольничьих. Кречет, балабан, лагар и сапсан считаются крупными соколами, а чеглок, пустельга, копчик, дербник и трумти мелкими. Давайте посмотрим и на них. Чеглок и правда невелик. Весит чуть больше 250 грамм. Почти уменьшенная копия сапсана. Такой же ловкий, сильный, смелый. Гнездится чеглок в умеренных и теплых зонах Европы и Азии. На юг до Афганистана. Встречается и местами в Африке, севернее Сахары. Чеглок внешне напоминает сапсана, но отличается от него меньшими размерами, продольными пестринами в нижней части тела. У сапсана на брюшке пестрины поперечнее, а на груди каплевидные и рыжими штанишками. У него заметные черные усы, как у сапсана, и такая же привычка брать добычу в воздухе, только добыча у него мельче. С крупной птицей чеглоку не справится. Имеет отличное зрение. Мелкую птаху видит за километр. Да что там птаху? Стрекозу различает на расстоянии 200 метров. Это существенно потому, что чеглоки ловят и насекомых, жуков и бабочек. Кроме того, стало ясно, что в рацион входят и мелкие зверьки, главным образом грызуны. Раньше считали, что чеглок охотится только в воздухе и пищу с земли не берет. Оказалось, берет. Низко планируя, он высматривает мышь или полевку, делая молниеносный рывок, и уже через мгновение снова в воздухе, с добычей в лапах. Все мелкие птицы, стрижи, ласточки не исключение. В ужасе прячутся, таятся по кустам, лишь увидят в небе пикирующий силуэт. Тут что интересно, когда чеглоки спокойно парят в вышине, ласточки метрах в 300 под ними без страха ловят насекомых, очевидно полагая, что всегда успеют удрать. Но лишь увидят бросок вниз, даже игровой, сейчас же улетают под защиту деревьев. Не просто вид хищника, а манера его полета их пугает. Если в гнезде птенцы, охотится в основном самец. Впрочем, как и у всех соколов. Вернувшись с добычи, он подает сигнал, который самка слышит даже за километр. Птицы летят навстречу друг другу и встречаются всегда примерно в 200 метрах от гнезда. Словно у них есть точка передачи. Самочка делает быстрый кульбит, переворачивается в воздухе спиной вниз, вытягивает лапы и принимает добычу прямо на лету. После этого садится на свой пункт обработки. Веточку, где ощипывает птицу или ошкуривает зверька, и лишь затем несет корм в гнездо. Первые дни она кормит особенно аккуратно, отрывает тончайшие волокна мяса и подносит их птенцам. Позже, когда птенцы подрастают, еда становится грубее. Они уже рвут добычу сами, а родители начинают работать еще интенсивнее. Весь день по 12-13 часов уходит на кормежку. Через 1,5 месяца молодые выбираются из гнезда и рассаживаются по сучьям. Но еще примерно месяц родители продолжают приносить им пищу. Пустельга. Тоже небольшой сокол, величиной примерно с галку. Узнать ее в полете легко, она словно зависает в воздухе, часто и быстро трепеща крыльями. Этот характерный трепещущий полет сразу выдает пустельгу. Не случайно в народе ее прозвали трясучкой за характерный поисковой полет на месте. Вдруг резкий обрыв, каменное падение вниз, и через мгновение птица снова в воздухе, крепко сжимая когтями добычу. Мышь, полевку или крупное насекомое. Оперение пустельк выраженно различается по полу. Самец заметно наряднее. Светло-серая голова, серый хвост с черной полосой и белой каймой. Самка более темная, буровато-коричневая, с выраженными поперечными полосами. Молодые птицы похожи на самок, но выглядят более округлыми и неуклюжими. Обыкновенная пустельга, как и близкая к ней степная, часто селятся колониями, занимая чужие гнезда. Степная пустельга иногда пытается строить сама, но строитель она посредственный. Ее простые гнезда можно найти в расщелинах скал, норах, дуплах деревьях или на чердаках старых домов. В отличие от других соколов, которые чаще хватают добычу в воздухе и душат ее когтями, пустельга охотится главным образом с земли. До 80% ее рациона составляют мыши. Кроме них пустельга ловит насекомых, кротов, землероек, ящериц
ящериц и мелких птиц. Зрение у пустельги исключительно острое, примерно в 2,5 раза лучше человеческого. Более того, она способна видеть в ультрафиолетовом диапазоне. Следы мочи грызунов ярко светятся в таком свете, и пустельга буквально читает по земле карту передвижений своей добычи. Копчик, мелкий сокол, во многом напоминающий пустельгу и внешне, и образом жизни, только окраска немного другая. Самец темно-сизый, почти черный, с кирпично-красным низом брюшка, под хвостем и штанишками. Самка охристая, серыми с поперечной полоской спиной, крыльями и хвостом, с продольными пестринами на брюшке с черными усами. Основу его питания составляют насекомые и грызуны, причем связь с насекомыми у копчика особенно тесная. Настолько тесная, что сроки откладки яиц и выкармливания птенцов приурочены к массовому появлению шестиногих. Когда в степях или состепях начинается настоящий насекомый бум, копчики уже готовы к размножению. Как и большинство соколов, собственных гнезд копчик не строит, он занимает чужие. Чаще всего старые гнезда врановых птиц, реже дупла, ниши или даже норы. Иногда копчики селятся колониями, и тогда на одном участке может гнездиться десятки пар, а в отдельных случаях до сотни. Обитают копчики главным образом в степях или состепях Европы и Азии. В наших широтах это перелетные птицы. Прилетают они сравнительно поздно, в мае, а улетают рано, уже в августе. Такая спешка напрямую связана с их пищевой специализацией. Сезон активной жизни насекомых короток, и копчики подстраивают под него весь свой жизненный цикл. Интересно, что мигрируют они, в отличие от большинства соколов, не поодиночке, а стаями. А это дербник, один из самых мелких соколов. Коренастый, быстрый, с относительно короткими заостренными крыльями и длинным хвостом. Он выглядит компактным и стремительным. Длина тела дербника составляет 30 см, размах крыльев до 70. Самочки заметно крупнее самцов, как и у большинства соколов. Распространен дербник широко, но повсюду остается редким. Он гнездится в Северной и Восточной Европе, в лесной или лесостепных зонах Азии и в Северной Америке. Большая часть популяции перелетная. На зиму птицы уходят южнее и западнее гнездового ареала, иногда достигает тропиков. Предпочитает открытые пространства, долины рек, болота, степи, редколесье и морские побережья, избегая сплошных темных лесов. Основная добыча дербника – мелкие птицы. Реже он ловит грызунов, ящериц и крупных насекомых. Охотится низко над землей, быстро и маневренным полетом, который часто сравнивают с полетом ласточки. Вне гнезда птица молчалива. Тревожный крик резкий и отрывистый, а продолжительность жизни в природе обычно не превышает 10 лет. Красношейный сокол, известный также как турумти. Сокол среднего размера с яркой и легко узнаваемой окраской. У него голубовато-серые крылья и спинка, каштаново-красная шапочка и контрастные черные элементы на крыльях и хвосте. Вид представлен двумя изолированными популяциями – индийской и африканской. Индийский подвид населяет открытые равнины индийского субконтинента, африканский – районы к югу от Сахары. Эти формы иногда рассматриваются как отдельные виды из-за географической изоляции и различий в окраске. Турумти охотятся парами, чаще всего на рассвете и в сумерках. Их добыча – мелкие птицы, летучие мыши и белки. И как и у других соколов, самки крупнее самцов. В индийской традиции даже существуют отдельные названия для самцов и самочек этих птиц. Есть соколы еще меньше. Это карликовые соколы. Но они также быстрокрылые и отважны, как большие их родичи, кречетые сапсаны, чеглаки и балабаны. Насекомые – их повседневная добыча, но иногда в стремительных атаках настигают и бьют мелких птиц, которые иной раз и больше их самих. Они самые крохотные хищные птицы на земле. Лишь аргентинский сокол-карлик, прозванный на его родине за отвагу и ловкость королем птиц, чуть меньше пустельги. Все другие уместятся в ладони. 20 сантиметров от головы до кончика хвоста. Для одного из них мути, жителей гималайских предгорий, это сравнение будет особенно верным. Название мути значит горсть. Объясняется тем, что в Индии его использовали для охоты за перепелками. Сокола держали в горсти и бросали на добычу. Все соколы, о которых мы говорили до этого,
и большие, и малые, относятся к так называемым настоящим соколам. Однако в семействе соколиных есть птицы, которые заметно выбиваются из привычного образа. Формально они соколы, об этом говорит их происхождение, ряд анатомических признаков, но по образу жизни и некоторым чертам строения они напоминают совсем других птиц – грифов. Эти своеобразные соколы называются каракарами. Обитают они в Северной и Южной Америке и питаются в основном падалью, хотя в их рацион входят также мелкие грызуны, насекомые, рептилии и другая доступная добыча. Каракары редко проносятся мимо в стремительном полете. Чаще они бегут. Именно бегут, а не ходят. Быстро, уверенно, по открытому пространству. Летают они тоже неплохо, но предпочитают наземный образ жизни. Селятся каракары в саваннах, прериях, пампасах, на морских побережьях и даже в горах. Их крики звучат резко и глухо, как удары деревянных палок. Индейцы племени Гуарани, подражая этим звукам, назвали птиц каракар. Отсюда и произошло их имя. Самый крупный и распространенный вид – каранчо. На голове хохолок и шапочка черного цвета. Горло белое, остальное оперение темно-бурое. На брюхе и хвосте поперечные полосы. Его ареал простирается от юга США до Патагонии и Фолклендских островов. Чиманго. Мельче и окрашен скромнее, бурый, с пестринами на груди. Он обычен в Южной Америке и часто следует за стадами и плугами, подбирая червей и насекомых прямо с земли. А в тропической сельве Южной Америки обитают лесные или смеющиеся соколы, тоже необычные представители соколиного семейства. Это птицы джунглей. Они распространены в тропических лесах Нового Света от юга Мексики до Северной Аргентины. В отличие от своих родственников открытых пространств, эти соколы приспособлены к маневренному полету в густой растительности. Короткие крылья, длинный хвост и исключительно острый слух делают их идеальными хищниками лесного полога. Их добыча – змеи, ящерицы, мелкие птицы и зверьки. Гнезда лесные соколы устраивают в дуплах деревьев или в скальных нишах. Вкладки чаще всего одно яйцо. В сумерках на рассвете и закате пары подают голос. Их крики звучат как резкий нервный смех, эхом разлетающийся по лесу. Иногда эти звуки переходят в протяжные тревожные стоны, от которых у случайных путников холодеет внутри. Трудно поверить, что это всего лишь птицы, да еще и соколы. Сокол с давних пор сопровождал человека не как домашнее животное, а как союзник и символ. Его не приручали, с ним вступали в договор. Сокол стал спутником правителей и воинов, знаком избранности. В кочевых культурах Евразии и на Ближнем Востоке он превратился в главного героя соколиной охоты. Искусство, где ценились не добыча, а гармония движений и взаимное доверие. В мифах и религиях сокол поднимался до уровня божества или небесного посланника. Его образ означал власть, ясный взгляд и связь с небом. Да и охотились соколами долгое время. Однако с 18-19 веков с распространением огнестрельного оружия отношение к хищным птицам резко изменилось. Их все чаще стали считать вредителями. Человек замечал прежде всего яркие эпизоды. Сокола, сбивающего голубя или коршуна, утащившего цыпленка. Эти сцены запоминались и формировали образ хищника как угрозы. Такой узкий эмоциональный взгляд породил массовое истребление. Хищников стреляли, ловили капканами и травили ядами, считая это полезным делом для сохранения дичи и домашней птицы. Природа отвечала на это парадоксом. Исчезновение пернатых регуляторов приводило к катастрофическому взрыву численности грызунов и насекомых, настоящих вредителей полей и переносчиков болезней. Сегодня соколы остаются малочисленными, а многие виды занесены в красные книги. Их сохранение требует не только охраны самих птиц, но и защиты целых ландшафтов. Соколы не могут выжить в обломках природы, им нужна целостная, живая экосистема. Но все-таки есть и те, кто брал на себя другую роль. Не охотника и не наблюдателя, а хранителя. Когда в 20 веке численность соколов начала стремительно сокращаться, стало ясно, без участия человека эти птицы могут исчезнуть. Так появились люди и целые научные школы, занимающиеся разведением соколов в неволе.
Питомник редких птиц Алтай-Фалькон – один из старейших и наиболее авторитетных центров разведения хищных птиц в России. Он был создан в Барнауле в начале 90-х годов. Питомник функционирует при Алтайском государственном университете и входит в структуру зоологического центра биологического факультета, что определяет его строгую научную основу. Основное внимание здесь уделяется соколам, прежде всего балабану и сапсану. Специалисты подбирают пары, создают условия, близкие к природным, контролируют развитие птенцов и их здоровье. Для видов с крайне низкой численностью такая работа имеет решающее значение. С 1996 года сотни балабанов, выращенных в Алтай-Фальконе, были выпущены в дикую природу, а их потомки сегодня участвуют в программах разведения в России и за ее пределами. Подобные задачи решают и другие центры. Галичья гора в Липецкой области – один из старейших центров. С 90-х годов занимается разведением балабана, сапсана, кречета и их реинтродукцией в природу. Имеют научную базу и государственный статус. Помимо них, этим занимаются питомники Ближнего Востока и европейские программы реинтродукции, вместе формируя глобальную систему спасения соколов. Ведь они прекрасны. Их крылья по-прежнему сильны, зрение остро, но миру все труднее оставаться для них домом. Пространство, над которым соколы парили веками, сжимаются и рвутся. Степи уходят под плуг и асфальт, скалы пустеют, а небо теряет своих законных хозяев. И когда сокол взмывает в небо, каждый его взлет – это уже вопрос, брошенный нам. Вопрос о том, успеем ли мы сохранить это чудо. Ведь исчезновение соколов – это не просто потеря еще одного вида. Это молчание неба, это пустота. И очень важно, чтобы этого не произошло. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.